Недавно разрабы японской версии Dokkan Battle показали нам вот такой вот намек. Что же это означало? А вы все правильно поняли. Это Cell Max. Да, ребята, это Cell Max официально. LR красненький. Он выходит на японской версии. Я хочу его посмотреть. Погнали! И начнем мы с анимации, конечно же. Ой! Блин, какой он крутой! Ну, эта анимация прям слизана с его входной анимации. Класс! Серьезно, вы вот эту атаку добавили? Ну окей. Пока выглядит классно. На, и хвостом, да! Ага. Лазерами бьет. Пожалуйста, бей лазерами. Я хочу, чтобы эта атака с лазерами у него была, пожалуйста. АОЯ атаку, ультра. Да! Это она! Да! 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 Он прям как Годзилла, класс. Почти сказал майнус вот. Блин. Шин Годзилла, вот точно, Шин Годзилла. Это АОЯ атака, детка! Да! Красота. Так, активный скилл. Крик. Класс. И это его зелененький, вот этот крутой шарик. Покажи прям красоту хочу сделать. Красивенько его сделать. Да! Он еще и дергается прям вот так вот. Восхитительно. 10 из 10 анимация. Просто кайф. Кайф, сок. Просто обожаю. Они сделали все, что я хотел касательно этого персонажа. Найс, погнал. Так, ну и сейчас мы его, естественно, будем оценивать. У нас он является лидером категории Artificial Life Form. Супербосс дает им буст к атаке, защите и жизням 150%. И ки плюс 4. Хорошо, супербоссы ну, для японской версии уже пойдет. Artificial Life Form, а там много таких ребят классных, действительно, скиллей. Супербоссы на самом деле очень молодая такая категория. Тут как таково не супер много карточек, что прям сильно-сильно ими восторгаться. Прям такие вот, чтобы, знаете, супер-мега хороших было много, и чтобы они хорошо были связаны между собой. Да и Artificial Life Form, ну тут вот этот получил недавно из-за. Эти еще на японской версии стали. Кто тут еще хорош? Ну, может быть, Baby VG. Уж не думаю, что этот на сегодняшний день пойдет еще пока что как-то держится. Маджин Бу ничего, но будет ли они хорошо линковаться с этим? Не знаю. Супер 17 вроде бы тоже еще пока ничего. Хотя, так, тоже слабенько держится. То есть особо тоже не так много прям, ну, восхитительных персонажей. Но, кстати, прошу заметить, что ни одного супербосса и Artificial Life Form здесь нету. То есть, по факту, Cell Max будет первым и единственным, наверное, кто будет иметь обе категории у себя в списке. Что удивительно, откровенно говоря. Что-то они здесь немножко намудрили у него в пассивном и активном скилле. Есть кое-что, парочка ног, которые меня раздражают. Естественно, оценку из-за этого я ему ставлю 8 из 10. И я буду рекомендовать его качать в криты. Криты максимально, потому что он достаточно много атакует. Объясню вам почему, сейчас узнаете почему. Супер атака, значит, что он увеличит себе атаку на 50%, когда делает супер атаку, наносит колоссальный урон. И ультра супер атака, это у него, опять же, увеличит себе атаку на 50%. Также всем противникам он наносит, это атака по всем противникам. Это мега колоссальный урон. То есть, все-таки эта атака будет сильнее, чем супер атака. Далее у нас он еще и снижает защиту на вашим врагам, что, в принципе, тоже классно. У него есть входная анимация, которая работает, если у нас есть хотя бы один дополнительный, помимо него, челик из Artificial Life Form или супербосс. Тогда он увеличивает себе на 3 хода атаку и защиту на 100%. Также у него есть гвард от всех атак гарантированно. И он дополнительно атакует с высоким шансом, а именно 50%, что его атака станет супер атакой. Далее у нас базово 300% к атаке и защите. И здесь он увеличивает себе атаку на 20% за каждую сделанную им атаку. Всего 5 атак нужно. И защита тоже он увеличивает себе на 20%. Каждый раз, когда получает атаку. Всего 5 надо. В принципе, 5 атак получить и сделать не так уж и много. Хотя нет, 5 атак сделать супер атак много. Но так как он, смотрите, он здесь делает дополнительную атаку, которая имеет, извините, шанс стать супер атакой. Сам по себе он атакует раз, это уже 2 даже получается. И здесь снова напишет о том, что он еще одну дополнительную атаку делает, которая может стать супер атакой. Суммарно, то есть у нас есть шансик сделать 3 супер атаки на первом ходу. Что, в принципе, делает нам достаточно простой, упрощает нам возможность
эту атаку, эти процентики набрать. Далее у нас происходят странные вещи, он увеличивает себе защиту на 250% и сокращение урона на 30%. Но это когда все союзники, атакующие на том же ходу, являются супербоссами, либо movie bosses, либо artificial life form. Что, в принципе, приятно, что есть movie bosses, потому что я опять же говорил в самом начале, что у нас ни artificial life form, ни супербоссес — это две совершенно разных категории, которые между собой никак не переплетаются. И тут они, видимо, это заметили, поэтому сюда впихнули movie bosses категорию, чтобы хоть какое-то у нас расширение было. А вот дальше вот эта вот помарочка меня немножко раздражает, но с другой стороны она объяснима. Он увеличивает себе атаку на 250% и шанс критического на 30%. Если у нас нет никого из категории суперхиро с атакующим на том же ходу. То есть никаких суперов нам вообще здесь нельзя поздравить. Он только для экстримов существует и только для них. Также, вот опять же очередная дополнительная, уже гарантированная суператака, это если он получил у нас суператаку, то есть если он ее принял на себя. Но это на самом деле проблемно, потому что если он будет принимать атаку на себя до тех пор, пока он не накопил вот это вот, или пока вот эта вот штука у него не работает, это будет проблемно. Так что желательно принимать суператаку на себя, когда у него вот это и вот это вот работает вместе. Потому что суммарно у него вот так вот, если посмотреть, то за первые 3 хода, если он все соберет, у него будет атака и защита плюс 750%. Это охренеть как много. Далее, что нам стоит знать еще помимо этого всего? 30% по сути это не так уж и много, и гвард у нас тоже опять же не вечен. Это такой, так сказать, минусик, и защита тоже теряется у нас. Пожалуй, вот что самое неприятное, это в активном скилле. Да, он называется Scream Explosion, вы видели, как он у себя работает. Он увеличивает себе атаку на 100%, наносит ультимативный урон. На один ход увеличивает себе защиту на 999%, и все противники фокусят свои атаки на него. Почему не дали нам редук? Не знаю, 999% защиты нам спасет, но почему бы и нет? Я очень хотел бы посмотреть, как это из себя будет работать. Но в принципе выглядит неплохо. Проблема заключается в условиях активации. Здесь нам нужно либо иметь всех экстримов, и тогда он с 6-го хода сможет активировать эту атаку. Либо с 4-го, но ваши союзники должны быть Artificial Life Form, либо супербосс. Это проблемно, я считаю, то есть они должны быть атакующими. То есть если вы наберете, получается, никакую другую категорию, кроме Artificial Life Form и Супербосс, да что мне все дергается так, его нельзя по сути поставить, это проблемно. То есть я считаю вот так. Но в целом, если не смотреть на вот этот вот минус и на вот этот вот, который он теряет, плюс то, что он там нужно чуть-чуть его все-таки поднасобирать, я думаю, он все-таки заслуживает свои 8 из 10. Дайте мне знать ваше мнение в комментариях, но я вижу, ребята уже поставили L, я считаю, что это вин. Очень классная карта, мне он безумно понравился, правда я еще не знаю, какие у него там линки, как бы там ни было, очень и очень классный персонаж, я считаю. Я рад его получить и буду на него самонить, когда он выйдет на глобальной версии, потому что я играю на японской, точнее уже давным-давно не играл. Ладно. В общем, на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео. Дайте мне знать ваше мнение по поводу него, согласны ли вы с моей оценкой. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока!